Привет! Баниас привлекает путешественников в первую очередь своей природой. Ведь так приятно в жару провести день в тени деревьев, прогуливаясь вдоль живительной воды, которая в виде ручья Баниас несет свои воды в реку Иордан. Но на наше удивление, это место оказалось невероятно интересным. О языческом боге Пана, кровавых культах поклонения этому богу и о вратах ада я рассказывала в предыдущем видео. Сегодня же это место раскроется нам с совершенно другой стороны. В 16 главе Евангелия от Матфея говорится, что Иисус прибыл в Кейсарию Филиппову. Он находился где-то здесь со своими учениками и наверняка видел то же, что видели мы сегодня. Храм Бога Пана, истоки реки Иордан, источник Баниас. И здесь Иисус спросил своих учеников, кем люди считают Его, Сына Человеческого. Ему ответил Петр: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Этот эпизод известен как исповедь Петра. Таким образом, именно здесь Иисус был признан Мессией, и именно здесь Он заложил камень в основании христианской церкви и нарек своего апостола Симона Вариона Петром, что означает «скала». Странно, что это евангельское событие происходило в этом месте, где совершались языческие жертвоприношения и оргии в честь Пана. Место более мерзкого с точки зрения иудаизма на Святой Земле трудно найти. Но именно здесь исповедь Христа приобретает огромный духовный смысл, как и пророчество того, что Петр станет скалой проповеди в языческом мире. А кто для вас Иисус? Прогуливаясь вдоль ручья Баниас, мы продолжаем наше путешествие в историю этого уникального места. После смерти Ирода Великого римляне разделяют Иудейское царство на 4 части. Северная часть Иудейского царства отходит сыну Ирода Великого Филиппу. Здесь, на месте поклонения языческому богу Пану, Филиппом был заложен город, который был назван Кейсария Филиппи. После Ирода Филиппа этим местом владеет его сын Ирод Агриппа, последний царь из династии Иродов. И он строит для себя здесь шикарный дворец, куда мы сейчас и отправляемся. Какой-то древний путь, потому что он ограничен вот такими камнями, и даже есть вот такие ступеньки. Но это явно не новодел. Смотрите, это древний мост. Вау! И вы слышите уже Баниас. Представляете, какая мощь? Мы выходим к руинам римской мельницы, и это довольно основательное сооружение. Мы в сказке. Мы просто в сказке.
это инжир, боже мой. У этого дерева есть 3 названия: инжир, фиговое дерево и смоковница. А вы знаете, какой запах источает это дерево? Запах смородины. Мы приближаемся к руинам дворца Ирода Агриппы. Хорошо, что есть картинка, которая позволяет представить, как это выглядело. Иначе я бы ничего не поняла. Но вот это полукруглое строение – это сторожевая башня. В оригинале это выглядело вот так. И вторая сторожевая башня вот здесь. От нее практически вообще ничего не сохранилось, только какое-то вот подобие полукруга. Знаете, Агриппа был не дурак, когда строил этот дворец. Здесь до сих пор бежит вода. Мы были на разных археологических объектах, где были каналы, колодцы, которые подразумевают наличие воды. Но нигде этой воды не было. Здесь есть вода. Вот такой водовод, природный водовод под дворцом. Слышите, журчит вода? Это вода под нами. Какой Агриппа молодец, а? Вместо того, чтобы строить акведуки, вот, пожалуйста. Остатки строений дворца Агриппы. Смотрите, вода не просто бежит по каналам, она даже сквозь камни просачивается. Мы заходим в древнюю синагогу. Так, я немножко запуталась. Мы зашли со входа, который обозначен как вход. Но это северный вход, а по идее в синагогах вход должен быть обращен на юг, в сторону Иерусалима. Так, по всей вероятности, вот это должен был быть вход. Если это вход, то вот здесь должен быть алтарь напротив входа. Что-то археологи здесь намудрили. Потому что вот по всей конструкции вход – это за мной, и вот это впереди алтарь. Вот, давайте теперь зайдем правильно, с правильного входа. Вот сюда и алтарь. Вот теперь у меня все встало на свои места. Смотрите, какое необычное строение. Это похоже печь. Очень похоже на печь. Местный смотритель сказал, что вот эти помещения подарками – это был местный базар. Наврал. Я вычитала, что это были конюшни. Великолепный дворец когда-то был. Вот мы вышли к главной улице римского города, улица Кардо. В любом римском городе была такая улица. Я думала, что по ней можно пройти. Оказалось, что совсем нельзя.
Тут только какие-то остатки вот колонн. Наверное, она еще до конца не раскопана. Но то, что мы видим, конечно, впечатляет. Все-таки мы решили немножечко прогуляться вдоль стены, чтобы ощутить ее размах. Ой, какая приятная прогулка. Какое сказочное место. Мы сейчас находимся у входа в древний город. Городские ворота. На этом наше путешествие в Баниас, в Кейсарию Филиппову, переименованную впоследствии в Нерониас в честь римского императора Нерона, заканчивается. Но путешествия не заканчиваются. Я приглашаю вас подписаться на канал и путешествовать по Святой Земле вместе с нами. До новых встреч!